Привет, с тобой Юджин из Graphicor в рамках проекта Photo Without Studio. В сегодняшнем уроке я научу тебя создавать эффект дыма. По итогу урока ты получишь следующие навыки: работа с каналами, работа с выделением, работа со смарт-объектами, трансформация с сохранением пропорций. Поехали! Перейди по ссылке в описании и скачай файл исходник.psd. Открыв его в фотошопе, ты увидишь два слоя с подготовленными заранее изображениями дыма. Эти изображения созданы с помощью белой дымовой кисти. Такие кисти ты можешь найти также по ссылке. Открой панель «Каналы». Найти эту панель можно в меню «Окно «Каналы». Зажатой клавишей Ctrl кликни по каналу RGB, чтобы выбрать его форму. Вернись в панель «Слои» и иди в меню «Выделение», «Сохранить выделенную область». Назови его Smoky 1. Нажми ОК. Ctrl-D сними выделение и клацни по значку глаза напротив слоя Smoky 1. Чтобы спрятать его видимость, повтори процедуру с сохранением выделения для слоя Smoky 2. Ctrl-D сними выделение. Открой портрет, который будешь использовать для этого эффекта. Этот портрет можешь найти по все той же ссылке в описании. Он был взят из свободного источника. Следующим шагом нужно отделить портрет от фона. Это ты можешь сделать несколькими способами. Сними замочек со слоя с портретом и открой панель «Свойства». Где найти панель, ты уже знаешь. Меню «Окно». И нажми на кнопку «Удалить фон». Еще один способ – это выбрать инструмент «Быстрое выделение» и в верхнем меню нажать на кнопку «Выделить предмет». Photoshop создаст выделение, и если нажать кнопку Q, то ты увидишь наглядно, как создалось выделение. Если ты заметил, что выделение создалось плохо, то можешь его подкорректировать. Нажми еще раз клавишу Q и с зажатой клавишей Alt удаляй ненужные выделения. Или без зажатой клавиши добавляй выделения. Чтобы уточнить края, зайди в меню выделения, выделение и маска или Alt-Ctrl-R. В открывшемся меню поставь галочку «Умный радиус». Выбери инструмент «Уточнить края». Квадратной скобкой вправо или влево увеличь или уменьшь кисть и поводи по краям выделения. Поставь галочку «Очистить цвета» и вывод в новый слой. Нажми ОК. Выбери инструмент перемещения, горячая клавиша V, и перетащи портрет в документ с изображением дыма. Ctrl-T размести портрет посередине. Преобразуй портрет в смарт-объект. Правой кнопкой мыши по слою с портретом преобразовать смарт-объект. Ctrl-J сделай копию этого смарт-объекта. Скрой слой с дымом Smoky 2, нажав на глазок. Выбери слой с портретом фоновый, нижний. И с зажатой клавишей Ctrl нажми на иконку создания нового слоя. Таким образом новый слой создастся ниже выделенного слоя. Теперь проверь палитру. Если она не черно-белая, то нажми на клавишу D. А если палитра перевернута, то есть бело-черная, то нажми на клавишу X на клавиатуре. Ctrl-Del или Delete. Залейте белым созданный ранее пустой слой. Выдели самый верхний слой с портретом. Открой панель «Каналы» и с зажатой клавишей Ctrl кликни по каналу Smoky 1, чтобы сделать выделение. Вернись в панель «Слои» и нажми на иконку создания маски. Теперь, если скрыть нижний слой с портретом, то мы увидим, как эта маска проявляет белый фоновый слой, создавая красивый эффект. Верни видимость нижнего слоя с портретом и выдели его. Перейди в панель «Каналы» и с зажатой клавишей Ctrl кликни по каналу Smoky 2, чтобы выделить его форму. Вернись в «Слои» и добавь маску. Нажми на цепочки между слоем и маской на слоях с портретом.
Это позволит изменить размер портрета, не затрагивая маску. Выдели нижний слой с портретом, проверь, чтобы был выделен слой, а не его маска. И иди в фильтр размытие по Гауссу и сделай размытие примерно на 150 пикселей. Дальше нажми Ctrl-T. В верхнем меню нажми на иконку цепочки и подведи курсор к букве Ш или В. И потяни вправо или влево, увеличивая или уменьшая размер. Увеличь размер портрета и нажми на галочку или Enter. Ctrl-J сдублируй нижний слой с портретом и смести слой правее с помощью инструмента перемещения. Чтобы посмотреть, как данный эффект будет выглядеть на черном фоне, выбери слой с белой заливкой и залей его основным цветом Alt плюс Del. Последнее, что ты можешь сделать, это выбрать инструмент кисть. Выбрать кисть с дымом. Напомню, что набор кистей дым найдешь по ссылке в описании. Чтобы установить кисти в твой Photoshop, просто перетяни файл в область открытого Photoshop. И выбрав маску с самого верхнего слоя с портретом, белой или черной дымовой кистью с нажимом примерно 30-40% добавь или уменьшь эффект дыма. На этом все. Это был Юджин из Graphicor. Подписывайся на канал, ставь лайки, задавай свои вопросы в комментариях и присылай свои результаты в Telegram-группу. Ссылка в описании. Увидимся!